Всем привет, с вами снова Алина, и надеюсь, что я не припозднилась, еще актуально снимать такое видео, потому что сегодня, как вы уже догадались из названия ролика, мы с вами поговорим про новогодний макияж, потому что на ютубе очень-очень много клевых идей, девчонки творят какие-то невероятные мейки, и я покажу свою интерпретацию макияжа, в котором я сейчас сижу, то есть акцент на глаза и акцент на губы, два акцента, но не таких активных, чтобы они между собой спорили, и мне кажется, что макияж довольно простой, я хотела как раз-таки показать для вас простую идею макияжа, которую бы могла повторить каждая, и буду использовать продукты, комментировать, что я наношу, в каком порядке, почему я это наношу, и предлагать вам аналоги. То есть я буду предлагать аналоги и из бюджетного сегмента, и из сегмента подороже, чтобы вы могли выбрать, потому что косметический рынок, он большой, наполненный, и мне кажется, в нем найдется место офигенным продуктам из любой ценовой категории. Поэтому давайте не будем долго тянуть и приступим к созданию макияжа. Сейчас я щелкну и превращусь в человека без макияжика. Так, ну что, без макияжа тут не все так радужно. Давайте нанесем тональный, потому что с тонального и стоит начинать любой макияж, особенно стойкий и праздничный. И здесь не будет каких-то новинок и открытий для вас, потому что тональный Catrice не приплачивают ребята, мне лет 7 уже, наверное, им пользуюсь. Вообще, как мне кажется, он появился на рынке. Я выдавливаю его на колпачок. Делаю буквально 3 нажатия, беру вот такую вот свою любимую факелообразную, да, кто смотрел прошлое видео, поймет отсылку. В общем, беру кисточку и сейчас буду распределять по лицу для того, чтобы, ну, хоть как-то выровнять цвет лица, потому что сейчас он у меня, ну, можно сказать, что в самой светлой своей форме. Я надеюсь, что когда мы поедем на Новый год отдыхать, я немножко подзагорю, мне уже не придется использовать тональный каждый день. Но сейчас пока вот я использую, и в новогоднюю ночь, понятное дело, тоже буду. Видите, я распределяю такими вот круговыми движениями тон, для того, чтобы он был не плотный, а немножко полупрозрачный. Если я не буду делать такие движения, буду использовать другую, например, более плотно набитую кисть, то тон будет супер плотный. Если у вас есть какие-то большие проблемы с кожей, то, соответственно, лучше использовать другой способ нанесения, как раз-таки с помощью плотно набитой кисти, которые, знаете, вот раньше были кисти-ложки, я использую иногда кабуки для этого, но вот когда нет сильных проблем, кроме вот этих вот предателей, можно использовать и такую кисточку, и вообще лучше собрать волосы. Готова наносить тональный на лоб, и я всегда говорю, что нужно обязательно прорабатывать центральную зону лица, с нее тональный убегает супер быстро, ну лично у меня, потому что то нос потру, то еще что-то, и на глаза я тоже наношу, но этот шаг, кстати, не обязателен, многие, я знаю, так не делают, если будете использовать там какой-нибудь сложный макияж. Я наношу, у меня веки не проблемные, на них все держится хорошо, поэтому тональный мне здесь только как база работает. Ситуация стала явно посвежее, и теперь, конечно же, консилер, потому что свежести много не бывает, тоже у меня от Catrice, уже заканчивается на самом дне, сейчас буду доставать. И, как обычно, либо треугольник, либо вот такие вот штрихообразные движения я делаю. И на предателей катастрофически не вовремя появились. И я буду использовать вот такую вот маленькую кисточку. По сути, это уменьшенная копия вот этой вот большой пушистой кисточки. И сейчас с помощью нее и буду распределять консилер. Кстати, лайфхак мой для вот тех, кто не смотрел мои прошлые видео. Вы можете использовать для того, чтобы закрепить консилер, обычный фен. Холодным воздухом продуваете. Вот смотрите, я сейчас, например, слегка распределяю вот такой вот треугольничек. И после этого можно феном подуть на лицо в течение, ну, наверное, секунд 15. Холодным воздухом вам хватит. И после этого вам не придется переживать за то, что консилер от вас куда-то убежит. Это прям такая техника. Ею пользуются, я знаю, девушки, когда делают такой восточный сложный макияж. И я иногда использую, когда поспала меньше, чем та норма, что мне уготовано. К сожалению, я люблю спать много, поэтому периодически к этому трюку прибегаю. Однозначно я выгляжу свежее, но выгляжу как двухмерная мультяшка, и поэтому сейчас буду создавать объем. Я тут вам обещала, что не буду долго этот макияж делать, поэтому сразу же перехожу к бронзированию. Бронзер — это то, без чего я не существую на этой планете. Вы можете использовать какой-то бюджетный, вроде вот этого вот от Catrice. Сейчас я вам его открою. Видите, да, в каком состоянии уже этот парень. Можно использовать
например, чуть подороже от моего бренда. Я сегодня буду его как раз-таки использовать. Но, в принципе, можете использовать и то, что бюджетнее. Не обязательно покупать там бронзер, который я выпустила только потому, что я там делаю сегодня макияж им. Нет, я прекрасно справляюсь и вот этим бронзером, но он у меня практически закончился. Поэтому давайте сегодня я использую свой бронзер и с помощью него создам себе эффект такого чуть более загорелого лица. Наношу его по классической схеме. Сначала я делаю негуманные движения. Не знаю, камера передает вам сияние, но здесь, в общем, есть блесточки, которые будет видно, когда на меня будет направлен яркий источник света вроде фонарика. Сейчас у меня так выставлен свет, что вы, наверное, этого не заметите. Вы заметите только эффект загара на моем лице. И теперь я перехожу к круговым движениям. С помощью круговых движений я и добиваюсь растушевки, немножко вниз цвет я опускаю для того, чтобы все стало равномернее. И в принципе я еще этот же бронзер-хайлайтер использую для того, чтобы просто выглядеть здоровее. Потому что, ну реально, если я не загорела, если я давно не была у водички, то сразу мое лицо становится каким-то бледненьким, при этом тело у меня остается темным. Это ужасная несправедливость, которую я с помощью бронзера как раз таки и исправляю. Я, опять же, очень сильно люблю именно бронзеры со светоотражающими частицами, потому что, ну, на мой взгляд, это смотрится лучше, чем использовать матовые. Опять же, вкусовщина. Я люблю, когда свет отражается, я люблю, когда все сияет. Господи, сейчас на камере выглядит так, как будто бы на мне коричневое пятно, но мы знаем, как с вами это исправлять, потому что берем ту же самую кисть, которой я наносила тон, и по границам прохожусь. Ситуация станет намного лучше, даже сейчас на камере это вижу. Давайте все-таки по порядку я нанесу румяна. Румяна у меня, кстати, бюджетненькие, либо Catrice, можно использовать вот эти Blush Box, они очень хорошие, я тоже показывала их в видео, аналоги люкса, но что-то сегодня у меня рука потянулась сначала к ним, а потом к моим очень постыдно выглядящим от Golden Rose. Видите, они тоже тут на дне. Давно я их не использовала. Они бюджетненькие, но очень красивые. Лишнее я, как обычно, наношу на руку. И делаю буквально такие мазки. Смотрите, раз. От уха я иду вот к этой части. И правило 2 пальцев. Кто не смотрел видео, напоминаю. Точнее, просто вам сообщаю. 2 пальца прикладываем вот сюда. И ближе, чем вот эта зона, мы не заходим ни румянами, ни бронзером. Можно использовать тоже круговые движения. Я знаю, что по всем техникам там визажисты используют движение штрих. Совершенно другая ситуация, когда на лице есть румяна. И та же история. Берем кисть, тон я не добавляю, просто ею убираю границы. Весь цвет как будто бы идет изнутри моей кожи. Далее, конечно, ну, давайте сейчас я нанесу свой любимый этап. Я нанесу хайлайтер и в конце его добавлю, потому что когда я наношу макияж на глаза, то мне периодически в самом конце приходится добавлять хайлайтер, потому что, ну, вот так вот тут пальцами своими орудую и стираю лишнего. Хайлайтер, опять же, можно использовать и бюджетный, например, от Maybelline, вон он у меня какой заюзанный Master Chrome, и Catrice, потому что тоже его очень сильно люблю. Можно использовать подороже, я буду использовать своей фирмы, который у меня в оттенке танго, он такое дает, знаете, нежно-жемчужное свечение, несмотря на то, что кожа у меня как бы загорелая сейчас с этим макияжем, то мне это свечение все равно подходит. Если вы более светлокожие, то вам подойдет другой оттенок, он именно в тоне шампань. Буду использовать свою любимую веерную кисточку, которой уже просто, мне кажется, 1 000 000 лет, приступать к нанесению хайлайтера. Как же я люблю наносить хайлайтер. И как в любом хайлайтере, здесь тоже особенность, что не нужно наносить много продукта, нужно его просто втирать, вполировывать в кожу, и тогда он лучше проявится. Можно добавить еще под бровь и под глаза. Под глаза я тоже немножко добавляю, у меня нет мешков. Если у вас есть прям мешки, то есть у меня есть круги вокруг глаз, да, не без этого, но если у вас есть мешки, то вам таким трюком лучше не пользоваться, а если нет, то пользуйтесь, боже. Мне кажется, на этом я могу заканчивать, но нет. Я обещала еще сияющий макияж, вы его уже, небось, видели. И давайте еще добавим хайлайтера сюда. Господи, есть еще в мире люди, которые так же сильно любят хайлайтер, как и я. И на нос. Кто бы что ни говорил, я люблю, когда на нос нанесен хайлайтер. Люблю сиять, как олень Рудольф, так что вы меня не переубедите, мне это нравится. И здесь та же ситуация. Берем пушистую кисточку и прячем наш хайлайтер. Как будто бы свечение идет изнутри кожи. Мне реально очень нравится такой эффект. Я обожаю, когда кожа выровнена, когда есть бронзер, есть хайлайтер. Но теперь, конечно же, самое главное, мы с вами будем делать макияж глаз. Но, наверное, перед этим я сделаю макияж бровей. Беру кисточку. Сначала их прочесываю.
поднимаю наверх свою роскошь, богатство, бровишечки. Можно использовать, опять же, какой хотите продукт для бровей, ваш любимый карандаш, возможно, какой-то лайнер. Есть такие лайнеры, как, например, в Lime Crime, очень хорошие. Можно использовать помадку. Я сегодня буду использовать тоже свою помадку. Ну, кстати, да, мне очень нравится моя помадка. Там реально по 3 дня с ней можно ходить. Если вы ищете что-то подешевле, чем помадка моего бренда, вы можете посмотреть, в принципе, у Maybelline. У Maybelline очень хорошие помадки для бровей. И собственно, сейчас я набираю и буду исправлять последствия того, что я называю беспощадное выщипывание. Вот видите, тут прошлась моя рука пинцетом, и я это исправляю. Оттенок, кстати, тауп, он универсальный. Не знаю, может быть, только если у вас супер-супер черные брови, вам не подойдет. Мне подходит. И еще я немножко вот здесь, видите, в начале брови пройдусь, потому что здесь тоже что-то я увлеклась. Вообще плохо иметь дома зеркало увеличительное с кольцевым светом, потому что сразу ручонки чешутся что-то сотворить. Не знаю, как у вас, мне вообще нужно изолировать от всяких увеличительных зеркал с подсветками. В бой идут и брови, в бой идет кожа, несуществующие черные точки. Ну, это все так, лирика и отступление. И снова прочесываю свои бровишечки. Можно вот так вот пальцем, либо кистью форму придать. Что они у меня какие-то сегодня даже не двоюродные сестры, а дальние родственницы. Они у меня просто на своей какой-то волне, своей какой-то дискотеке. А я сейчас буду приступать к макияжу глаз. Ресницы у меня наращенные, поэтому мне будет гораздо проще делать макияж. Буду использовать палетку от Urban Decay. Такая прям старенькая под названием Naked 2, потому что она одна из, кажется, мне самых-самых легендарных вообще палеток в мире. И очень удобно, смотрите, у нее зеркало вот так складывается. Огонь. Так, я буду использовать оттенок под названием Suspect. Набираю его родной кистью. Кстати, она здесь не такая уж и плохая, я ее часто и наношу. Обычно в палетках кисти не очень хорошие, их всегда выбрасываю. А вот Urban Decay молодцы. Так, единственный минус. Набрала лишнего, сейчас стряхну. Поэтому, кстати, если вы делаете активный макияж глаз, сначала делайте его, а потом приступайте к оформлению кожи. Потому что я вот остатки теней, которые осыпались, убираю с помощью кисти, которой наношу хайлайтер. Сейчас выглядит так, как будто бы цвет очень темный, но я все это и исправлю, и добавлю фестиваля и праздничного настроения. Поэтому сбрасываем тени и наносим их на веко. Вы можете использовать любые тени, не обязательно, опять же, Urban Decay. Очень клевые тени делает, но не бюджетненькие. Аналоги можно посмотреть в бренде Makeup Revolution. Кстати, очень-очень хорошие у них палетки. Беру вот такую вот кисточку пушистенькую и растушевываю границу. Я не трогаю цвет, я трогаю именно границу, для того, чтобы получилась дымка. Кстати, многие девчонки у меня задают часто вопрос, как научиться растушевывать тени. Если вам интересно, я вас, конечно, могу научить, снять про это отдельный ролик. На самом деле ничего сложного нет. Берете кисть и растушевываете по границе. Убираете все какие-то четкие линии, вот вам и растушевка. Супер секрета какого-то не существует. Я не часто сейчас использую подводки, я просто беру черный матовый цвет, тоже из этой палетки, он называется Blackout, и я наберу его с помощью той же кисти, которая, собственно, шла в комплекте. Ей очень удобно рисовать, либо, опять же, можете использовать ту кисть, которую вы использовали для оформления бровей. Скошенной кистью стрелочки рисовать, мне кажется, тоже очень удобно. Опять та же история, лишнее я оставляю на руке. И пошла душа в рай прорисовывать межресничное пространство. Честно, когда ресницы наращенные, даже ничего не хочется делать, ничего не хочется прорисовывать. Ты очень сильно ленишься, но когда в итоге ты прорисуешь межресничку и видишь, как это смотрится с ресницами, ты думаешь, боже мой, почему я не делаю это каждый день? И это мотивирует не лениться, а делать такие макияжики чуть поинтенсивнее, чем повседневные. Так, межресничку я максимально аккуратненько оформила. Единственное, знаете, я немножко притемню внешний уголок глаза и делаю вот такой вот короткий штрих наверх. Лифтинг, все дела. Белла Хадид, здравствуйте. Вот такой вот штрих остатками цвета, что я прорисовывала межресничку, и кистью, которая наносила основной цвет, я просто растушевываю в середину. Вот так вот, такими движениями. Раз, два, три. И получается во внешнем уголке глаза будет дымка. Можно, кстати, еще добавить объема глазу, если использовать оттенок
не такой черный, вот оттенок, например, Busted, либо, кстати, в принципе, можете использовать какой-нибудь скульптор, которым вы оформляете лицо. Можно использовать дорогой, можно использовать бюджетный от Estrade, очень, кстати, классный. И сейчас я немножечко теней на руку оставила и буду наносить их на нижнее веко. Ну, потому что, знаете, макияж все-таки праздничный. Как же в праздничном макияже не подвести нижнее веко? А еще я сейчас с вами разговариваю и поняла одну клевую вещь, которая нифига не клевая. Я забыла нанести бальзам на губы, и они у меня высохли, как пустыня Сахар. Дымка получилась и вокруг глаз. Я очень сильно низко не опускаюсь, ровно на ширину кисти. Вот так ее прикладываю, и все. Сильно низко опускать не надо, потому что это имеет смысл только если вы используете каял. Без каяла будет смотреться незаконченно. Ой, и теперь, конечно же, самая любимая часть — блестки. Ну, какой же макияж новогодний без блесток? Я просто мисс стереотип, но блесточки в новогоднем макияже я всегда представляю. Используйте в том оттенке, который нравится вам. Серебро, розовое, золото, бронза. Я буду использовать бронзовый оттенок, тоже моего бренда. Можно, кстати, найти клевые аналоги в брендах реально подоступнее. Это, например, NYX. У NYX очень неплохие тени, но они не в таком формате, они именно в палеточках. Если я найду, то я ссылку оставлю в описании. А я сейчас буду наносить вот эти вот тени в бронзовом оттенке прямо поверх вот этой всей красоты, что я тут намулевала. Можно растушевывать пальцем, можно растушевывать кистью. Я, девочка, сейчас буду приличная, растушую все специально для вас кистью. Но в целом можно сделать это и пальцем. Если понадобится еще цвет набрать, можно прям вот так вот со спонжика его набрать и наносить на веко. Получится очень красиво и не совсем вычурно, потому что если бы я хотела сделать макияж супер активным, я бы, наверное, нарисовала стрелку, такую вот царскую, дорого-богато, и нарисовала бы и вторую, и продублировала бы ее, точнее, с помощью вот этих вот теняшечек. Но нет, сегодня мы ограничимся таким лайтовым вариантом Jingle Bells, для того, чтобы, в принципе, любая девчонка могла повторить его. И опять же растушевываю. Можно, кстати, заходить во внутренний уголок глаза. Я этого действия не боюсь. Мне нравится наносить и хайлайтер, и какие-то яркие блестящие тени во внутренний уголок глаза. И потом растушевывать всю эту красотень. Ну что, самое время теперь оказать внимание и губам. Наконец-таки используем сначала карандаш. Используйте в той гамме, которая нравится вам. Если я использую на глазах бронзовый оттенок, то, соответственно, я хочу чего-то чуть порозовее на губы. Буду использовать... Господи, сколько раз я произношу слово «использовать». Алина, остановись. Оттенок Crazy. Опять же, есть аналоги, не обязательно покупать карандаш моего бренда. Сегодня я буду использовать своего. Вы можете найти хорошие карандаши в бренде Vivienne Sabo. У них прям тоже хорошие и более бюджетные. Но единственный момент, они чуть менее стойкие. Мой карандаш, он прям очень стойкий. Супер стойкий, точнее даже. И продержится у меня до самого умывания. Я сейчас прорисовываю контур и буду заполнять сами губы. Ну и раз ночь у нас с вами новогодняя, можно немножко бомбануть за контурок. Растительно, как говорится. И, соответственно, нужно добавить еще больше сияния на губы. Я фанат сияния, и поэтому сейчас буду наносить блеск. Кстати, очень хорошие блески из бюджетных есть у Catrice. Тоже рассказывала в видео аналоги люкса. Сегодня я буду наносить блеск своей фирмы под названием Bubble Gum. Видите, он такой прям розовенький, сияющий, много светоотражающих частиц. И в качестве топпера наношу. Заодно смягчит губы, придаст сияние. Господи, как же я, люблю сияние. Ну что, вот такой вот макияжечек у меня получился. Мне кажется, он не сложный. У меня здесь два акцента, но не супер активных. То есть у меня и блестящие глаза, и, в принципе, довольно активные губы. Но это не какая-то там вечерняя красная помада, либо темная насыщенная винная. Нет, такой розовый, но чуть более экстра. И в новогоднюю ночь я, в принципе, так себе макияж и представляю. Можно, конечно, в теории изменить оттенок губ, сделать его чуть более коричневым, и тогда прям будет такая бронзовая и коричневая гамма. Ну, мне нравится так. Мне нравится, что веки сияют, губы сияют, лицо сияет, все сияет. И когда сиять, как не в новогоднюю ночь, мне кажется, конечно, для этого нет повода, да, вы понимаете? Но в новогоднюю ночь хочется вот действительно, чтобы макияж был
чуть-чуть более необычным, чем на каждый день. Если вам понравилось это видео, то буду рада пальчику вверх, потому что мне всегда важна ваша реакция. Если видео не нравится, то ставьте дизлайк, потому что тоже очень важно мне понимать, какие ролики вам нравятся, какие нет. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы там всегда быть со мной на связи. Я там отвечаю на ваши вопросы, вообще можете оставлять комментарии. Обожаю читать ваши комментарии, это прям отдельное просто удовольствие для меня. Но с вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока! Боль моего сегодняшнего дня заключается в том, что я сделала такой вот блестящий макияж, и мне никуда не нужно идти. Это реально, блин, какая-то проблема. Почему, когда я снимаю какие-то ролики с макияжем красивым, блестящим, не повседневным, мне нужно сидеть дома, мне никуда не нужно выходить? Это закон подлости, поэтому просто вот так вот посижу и в таком виде посмотрю что-нибудь, мультики, сериалы, не знаю, сторис запишу. Что еще делают люди, когда у них клевый макияж?